Нищета. Если здраво рассуждать, как может разбогатеть простой человек, родившийся в трущобах? Криминальный путь рассматривать не будем, красивые истории о миллионерах тоже. Так вот, рассуждения, основанные на здравом смысле, ни к чему не приведут. Тогда какая вам польза от привычной логики? Трансерфинг не укладывается в рамки здравого смысла, зато он позволяет сделать то, что кажется невозможным. Действуя логически, люди получают соответствующий результат. Если человек родился в бедности, он находится в окружении нищеты, привык к этому и настроен на излучение энергии, на чистоте линии своей нищенской жизни. Перестроиться на линию своего достатка очень трудно, если иметь только ненависть к своей бедности, зависть к богатым и желание самому стать обеспеченным. Или нет, я бы сказал, что имея в наличии только эти три вещи, перейти на линию своего богатства практически невозможно. Давайте разберемся, почему. Наверное, одним из первых открытий всех детей, вступающих в жизнь, является такой факт: если ты чего-то не хочешь, это еще не значит, что ты будешь от этого избавлен. Иногда из души просто вырывается крик отчаяния: «Но я же так этого не хочу, я это просто ненавижу. Ну почему оно не оставит меня в покое? Ну почему такое происходит всегда со мной?» Подобный вопрос в порыве негодования задают себе не только дети, но и взрослые. В самом деле трудно смириться с таким положением, что если чего-то не хочешь, оно все равно случается, а если ненавидишь, то просто неотступно преследует. Можно ненавидеть свою бедность, свою работу, свои физические недостатки, соседей, бродяг на улице, алкоголиков, наркоманов, собак, воров, бандитов, наглую молодежь, правительство. Чем сильнее вы это ненавидите, тем больше этого встречается в жизни. И вы уже знаете, почему. Это задевает, вы думаете об этом, а значит, излучаете на чистоте линии жизни, где предмет вашего недовольства присутствует в избытке. Это не важно, какая полярность у этого излучения, нравится или не нравится. Второе даже эффективнее, потому что эмоции сильнее. С другой стороны, то, что вам неприятно, является для вас деструктивным маятником, а поэтому вы еще больше раскачиваете его своими переживаниями. Ну и, наконец, если вы активно ненавидите, значит создаете избыточный потенциал. Равновесные силы будут направлены против вас, потому что им проще устранить одного противника, чем изменить мир, который кого-то не устраивает. Представляете, сколько вредных факторов заложено в негативном отношении к жизни? Вернемся к человеку, рожденному в нищете. У него есть мечта стать богатым. Но одно желание, как известно, ничего не меняет. Можно развалиться на диване и лениво тянуть: неплохо бы сюда тарелочку клубники. Да где ее взять, ведь это невозможно, сейчас зима. Примерно так мечтает стать богатым бедный человек. Если человек не готов действовать, чтобы получить желаемое, он это и не получит. А не действует он из-за убеждения, что все равно ничего не выйдет. Вот такой замкнутый круг. Желание не имеет никакой силы. Оно не может даже пальцем пошевелить. Это делает намерение, то есть решимость действовать. Намерение включает в себя также готовность иметь. Человек может сказать: «Ну уж это у меня не отнимешь. Это же так просто, ведь я хочу быть богатым». Нет. Опять между хотеть и быть готовым стать лежит глубокая пропасть. Например, бедный человек чувствует себя не в своей тарелке в богатой обстановке или в дорогом магазине, даже если изо всех сил старается убедить себя и других в обратном. В глубине души он считает, что недостоин всего этого. Богатство не входит в зону комфорта бедняка, и не потому, что быть богатым некомфортно, а потому, что он далек от всего этого. Новое кресло удобней, зато старое комфортней. Бедным знакома только внешняя сторона богатства: роскошные дома, дорогие автомобили, украшения, клубы. Если бедного человека поместить в такую обстановку, он будет чувствовать дискомфорт. А дай ему чемодан с деньгами, так он начнет вытворять всякие глупости и в конце концов все потеряет. Частота энергии, которую он транслирует, находится в резком диссонансе с такой жизнью.
И пока нищий не впустит атрибуты богатства в зону своего комфорта, пока не научится чувствовать себя хозяином дорогих вещей, он останется бедным, даже если найдет клад. Еще одной преградой на пути к богатству является зависть. Как известно, завидовать значит досадовать на чужую удачу. В этом смысле ничего конструктивного это чувство в себе не несет. Зато в зависти есть один, очень сильный деструктивный элемент. Психология человека устроена таким образом: если он завидует тому, что хотел бы сам иметь, то старается всячески это обесценить. Вот логика черной зависти: я завидую тому, что он имеет. У меня этого нет и вряд ли появится. Но чем я хуже него? Значит, та вещь, которой он обладает, плохая, и мне ни к чему. Так желание иметь переходит в психологическую защиту, а затем перерастает в отторжение. Отторжение идет на тонком уровне, потому что подсознание все понимает буквально. Сознание обесценивает предмет зависти только для виду, для самоуспокоения, а подсознание все воспринимает всерьез. И здесь оно оказывает медвежью услугу, делая все, чтобы не получить обесцененное и отвергнутое. Таким образом, вы видите, какие цепкие силы держат человека на бедной линии жизни. Еще более драматично развиваются события при индуцированном переходе с обеспеченной на бедную линию жизни. Бывает, что вполне благополучный человек теряет все и оказывается на улице. Все коварство индуцированного перехода к нищете проявляется в том, что его спираль раскручивается сначала медленно, незаметно, а затем все стремительней, так что ее уже нельзя остановить. Эта спираль начинается с временных финансовых трудностей. Заметьте, временные финансовые трудности могут быть всегда и у всех. Это такая же обычная неизбежность, как, скажем, дождь в день, когда вы собрались на пикник. Если по этому поводу не впадать в ярость, депрессию, беспокойство или обиду на жизнь, то колебания деструктивного маятника, не получив подпитки, погаснут. Индуцированный переход начинается в том случае, если вы ухватились за кончик спирали. Чтобы спираль закрутилась, необходим ваш отклик на деструктивный маятник. Первая ваша реакция – недовольство. Для маятника это пока слишком слабая поддержка, и если на этом ваши эмоции иссякнут, он угаснет. Другая реакция – негодование, а это уже сильнее, и маятник воспрял духом, он посылает вам информацию о том, что в ваших финансовых трудностях кто-то виноват. На этот второй толчок вы отвечаете негативными отзывами или действиями в адрес виновников. В этот момент деструктивный маятник уже совсем оживился, и начинается новый виток спирали, вы получаете очередную зарплату еще меньше, или цены подскочили, или с вас требуют выплаты долга. Обратите внимание, на данном этапе вы еще не осознаете, что идет какой-то процесс. Просто может показаться, что произошли досадные неприятности. На самом же деле это направленный процесс, который индуцируете вы сами, отвечая на колебания маятника. Частота вашего энергетического излучения все больше перестраивается с линий, где вы преуспевающий, на линии, где вы обделенный и негодующий. Поэтому и переноситесь на линии, соответствующие этим новым параметрам. И вот ваше положение все больше усугубляется. Отовсюду начинают поступать плохие новости, цены растут, дела на родном предприятии идут неважно. Вы начинаете активно обсуждать эти негативные новости со знакомыми и близкими. Обсуждение, как правило, ведется в деструктивном ключе, то есть жалобы, недовольство и агрессия в адрес предполагаемых виновников. Особенно ярко это проявляется на предприятиях, где дела совсем плохи. Там день начинается с постулата о том, что денег нет, как с утренней молитвы. На этом этапе вы уже полностью захвачены спиралью, ваше излучение настроено на частоту деструктивного маятника. Поскольку дела идут все хуже, вас охватывает беспокойство. Энергия беспокойства, несмотря на ее небольшую величину, очень хорошо усваивается маятником, он все больше наглеет. В таком состоянии вы неизбежно будете создавать вокруг себя избыточные потенциалы, недовольство, агрессия, депрессия, апатия, обида и так далее. Теперь,
Когда к деструктивному маятнику подключились равновесные силы, ситуация выходит из-под контроля и начинает развиваться лавинообразно. Вы чувствуете страх и пускаетесь во все тяжкие. Вас как будто взяли за руки и закружили, а потом резко бросили. Вы отлетели в сторону, упали и остались лежать в шоковом состоянии. Страшная картина. А началось-то все это с небольших финансовых трудностей. Маятнику не нужны ваши деньги, его интересует негативная энергия, которую вы излучаете, когда они от вас уплывают. В итоге, когда спираль развернулась, несчастный в лучшем случае потерял очень много, а в худшем все. Для деструктивного маятника он больше не представляет интереса, с него больше нечего взять. Дальше события могут развиваться по-разному. Несчастный либо останется лежать на неудачной линии жизни, либо начнет с трудом выкарабкиваться. Такой индуцированный переход может происходить как с отдельным человеком, так и с большой группой людей. Во втором случае, как вы понимаете, это не просто спираль, а настоящий водоворот, из которого выбраться очень сложно. Единственное средство от индуцированного перехода – не хвататься за кончик спирали, не включаться в игру деструктивного маятника. Недостаточно просто знать, как работает этот механизм. О нем нужно всегда помнить. Ваш смотритель не должен спать. Одергивайте себя всякий раз, когда по привычке, как во сне, принимаете игру маятника, то есть выказываете недовольство, негодование, проявляете беспокойство, участвуете в деструктивных обсуждениях и так далее. Помните, все, что вызывает у вас негативную реакцию, является следствием провокационных действий деструктивных маятников. Во сне происходит точно так же, пока не осознаете, что это сон, вы марионетка в чужой игре и вас могут преследовать кошмары.